Я вам раскрою один секрет, только вы его плохим людям не говорите. Делитесь только с хорошими людьми. Вообще, если нет лепешек, зачем плов начинали готовить? Им там хитрые узбеки продают набор специй для плова. Как на два пальца? Как пальцы берут? Вот так два пальца. Вот так два пальца. А чьи пальцы? Слишком сильно тоже не надо. Слушай, мне здесь сидеть еще. Или хотите, чтобы плов был с жареным сталиком? По правде сказать, вкус плова на 50% зависит от того, кто на рынок пойдет. Если на рынок пойдет человек опытный, понимающий жизнь, то он не будет выбирать мясо, морковку, либо рис. Он выберет мясника, он выберет хорошего продавца овощей, продавца риса и специй. Ведь дело в том, что покупатель на базар в лучшем случае раз в неделю ходит, а эти продавцы на базаре каждый день сидят. И если нет хороших взаимоотношений между продавцом и покупателем, то покупатель уйдет с товаром так себе. Если казан не очень большой, то дров много не надо. Особенно если очаг сложен правильно и горит все хорошо. Достаточно 6 поленьев. Часть поколоть на щепки, а часть поколоть крупными дровами. Узбекский плов. Надо понимать, что Узбекистан состоит из нескольких регионов. Есть Ферганская долина. Впрочем, сюда входит и Киргизстан, и Таджикистан. И вот в Ферганской долине готовят отдельный вид плова, так называемый ферганский. Не по названию города Фергана, а по названию долины. А есть еще Самарканд, в котором сформировался свой рецепт плова, уникальный, великий. Есть Бухара, где готовят очень особые пловы. Есть Хорезм, есть Ташкент. В каждом регионе свой рецепт плова. Но мы сегодня с вами будем готовить именно ферганский плов, который сформировался вокруг особого сорта риса. Рис, который называется девзира. У ферганского плова есть и другие характерные особенности, о которых я вам сегодня обязательно расскажу. Но, Аке, давайте поджигаем. Слышишь? Говорит, поджигай, огонь давай. Пустой казан быстро нагреется. Много дров не надо. 3 щепки подложи, клочок бумаги подложи. Видишь, как спичка вспыхнули. Вот если холодно или ветер жар уносит, тогда дров надо побольше. Основа плова, его фундамент – это масло либо жир, на котором мы будем готовить. Ну, иногда готовят на растительном масле, чаще всего на хлопковом. Да-да, в Средней Азии мы все говорили хлопковое масло, даже шибко грамотные. Либо готовят иногда на вытопленном курдючном сале. Сегодня я буду готовить на комбинированном жире, то есть вот будет немножко курдюка, грамм 300. И сколько понадобится, дольем хлопкового масла. Если вдруг получилось так, что казан перегрет и жир начинает вытапливаться слишком быстро, я вам раскрою один секрет, только вы его плохим людям не говорите. Делитесь только с хорошими людьми. Если слишком быстро начинает вытапливаться жир из сала, это плохо. Надо тогда взять и долить немного воды. Вот полпиалушечки. Я вам отвечаю, все будет хорошо. Если рядом с казаном есть тлеющий уголь и есть готовые щепки, сухие, и хорошие дрова, то огонь можно регулировать очень точно, очень правильно. А вот дым из очага должен уходить, он не должен попадать в казан. Больше того, он и повару в нос не должен попадать. Повар должен очень хорошо и ярко чувствовать запах готовящихся продуктов. А если у него полный нос сажи, как он что почувствует? А некоторые повара еще и курят. Я не понимаю, как можно курить и готовить. Бывает, дрова неправильно сложишь, воздуха им не хватает, они задыхаются,
дымить начинают. Ну, надо очень просто поступить. Надо поддуть, надо как-то раздвинуть дрова. Может быть, подложить дровам бересты, либо бумаги, чтобы вспыхнуло поярче, чтобы тяга образовалась сильнее, и дальше все пойдет как надо. Не все понимают, что расположение дров под казаном тоже очень важно. Какую форму имеют языки пламени под казаном? Ведь казан, он сферический, он шарообразный, он чем-то напоминает Вселенную. И от того, как мы его нагреем, зависит вкус продуктов. Вот сейчас вода выпарилась, дело быстрее пойдет. Видите, от воды сами кубики сала стали полупрозрачными. Теперь жир из них очень легко выйдет. Не надо их слишком сильно нагревать, не надо, чтобы они краснели, либо чернели. Подождать надо, не нужно торопиться. Еще 5 минут. Видите, вытопилось сколько жира. Сейчас вот сало можно уже и перевернуть. И получилось оно, обратите внимание, с той стороны, с нижней стороны, цвета золотистого, не темного. Да и сейчас вот огня, собственно говоря, уже и добавлять не надо. Спокойненько при среднем огне вытопится так, как надо, а перемешивать, наяривать и обжаривать кусочки сала снаружи не надо. Это неправильный ход. Я понимаю, что хочется помешать. Надо взять себя в руки. Видите, какие выжирки получились? Чистое золото. И, ну все, я думаю, что больше их жарить не надо. Они сухие, они легкие-легкие. Их здесь было 360 грамм. Я взвешивал. Из них 60 грамм это влага. 60 грамм сейчас вот это вот то, что вышло. Это соединительная ткань, можно сказать. И осталось здесь 240 граммов чистого жира. А мы готовим плов на 1 килограмм 600 грамм риса. У нас 2 вот такие пачки 800-граммовые будут. Поэтому этого жира мало. Надо добавить немного. Добавим 160 грамм хлопкового масла, либо любого другого растительного масла. Доливаем. Пусть прокалится как следует. Нагреется до дымка. Чтобы дым не от дров шел, а именно от масла. А это знаете, как употреблять? Да? С горячими лепешками. Вообще, если нет лепешек, зачем плов начинали готовить? А в холодильнике есть что-нибудь? Пригодится. У тебя будете? Берите. Ахмат. Курдючное сало – удивительный продукт. Ему добавишь немного огня, и вкус меняется на волшебный. Das ist fantastisch. Но большинству продуктов помимо огня требуется еще и вода. Ведь все взято из земли. Эти кирпичи, эти дрова, этот казан, все продукты, которые мы сегодня будем готовить. Солнце грело землю, а вода орошала. Чтобы продукты раскрылись во всей красе, сейчас очень важно, чтобы под казаном был правильный огонь и чтобы повар добавил правильное количество воды в казан. В этом секрет настоящего плова и любой вкусной еды. Рахмат, хватит, все, нормально, отлично горит. Слишком сильно тоже не надо, слушай, мне здесь сидеть еще. Или хотите, чтобы плов был с жареным сталиком? Давайте лучше баранину пожарим. Бараньи голяшки, с косточек снято мясо, но вот это мясо очень ароматное получится потом. Если готовить на чисто хлопковом масле, и если масло внушает по качеству какие-то опасения, то лучше нагреть его и прокалить. Бросают луковицу, бросают косточку какую-то. В чем смысл этого прокаливания? Ну вот из лука и из косточки испаряется немного влаги. Постепенно испаряется, да? И вот с этими пузырьками вместе уходит какой-то запах. Ну и кроме того,
Раньше хлопковое масло было достаточно ядовитым, потому что хлопковые поля поливали дефолиантом, самолетами, кукурузниками. И, конечно, какая-то часть дефолианта попадала в масло. И чтобы этот дефолиант выжечь, появились рекомендации нагревать, перекаливать. По сути дела, если масло хорошее, то не надо его перекаливать до вот этого дымка и выжигать в нем эту луковицу. Достаточно всего лишь навсего нагреть его таким образом, чтобы оно накопило в себе температуру и пожарило как следует мясо. Понимаете, не казан жарит мясо вот так, это масло жарит его. Нагретое масло. Потому что вот это вот нагретое масло сейчас в себе имеет столько тепловой энергии, сколько 10 таких чугунных казанов не будут иметь. Еще один очень важный ингредиент, от которого зависит и цвет, и вкус плова, это лук. Я вот сейчас уберу это мясо, оно уже очень хорошо пожарилось. И буду добавлять лук. Только надо подождать, чтобы масло еще раз разогрелось. Примерно до 200-220 градусов. Всегда надо думать хотя бы на один шаг вперед. Влажный лук хорошо жарится на мелких щепках. Но для мяса, для моркови могут пригодиться и крупные поленья. А может быть, положить их возле огня, чтобы они подогрелись. Горячие поленья бросишь в огонь, сразу вспыхнут. Вот лук опускаем. Видите, какой дым пошел? Сизый. Слышали вот этот звук? Если вот такого звука не было, как жалко, что запах не передает пока что интернет, видео. Вот сейчас не только звук возник, особый уникальный запах возник. Китайцы говорят, что у них возникает запах воки от сильно нагретого масла, от вспышек огня, вот масло вспыхивает у них, плюс пар. Что-то там происходит, какая-то химическая реакция. И какая-то химическая реакция, удивительная химическая реакция происходит сейчас с луком, что лук вдруг начинает пахнуть особым образом. Если кто-то работал с кондитеркой, кто-то работал с карамелями, знает, как меняется цвет сахарного сиропа в зависимости от нагрева. Вот точно так же, при тех же самых температурах изменяет цвет лук. Я сейчас на глаз скажу, что сейчас примерно уже 118-120 градусов. А мне надо довести температуру от 130 до 150 градусов. Для этого вода из лука должна выпариться. Из некоторых кусочков уже выпарилась, почти что выпарилась, почти что ничего не осталось. Сейчас очень важен интенсивный нагрев. Иногда хороших, знаменитых поваров-плововаров приглашают в соседние города. За 300 километров, за 500 километров едут, чтобы плов приготовить. Они с собой не только казан везут. Хороший повар воду с собой везет из своего родника, которую он знает. Рис покупает свой, на своем базаре. Но хороший кочегар везет с собой свои проверенные дрова, свой хворост, знакомое ему топливо. Смотрите, видите, как лук прямо на глазах меняет цвет. Вот этот момент нельзя прозевать ни в коем случае. Некоторые ребята жарят прямо вот дочерно, и плов потом получается такой темный. У меня от такого плова возникает изжога. Я считаю, что хороший повар должен готовить так, чтобы едоки себя потом чувствовали комфортно. Я еще буквально 5 или 10 градусов нагрею, вот чуть-чуть больше золота, уходящего в красноту. Знаете, чтобы такой осенний плов получился, вот как сейчас листва. Понимаете, желто-красная. Вот такой цвет лука мне надо. Хорошо. Пахнет хорошо. И казан нагрелся хорошо. Весь казан нагрелся. Понимаете, не только дно. Сейчас уже и борта казана достаточно горячие. И вот это тепло, которое накопилось на бортах казана, мы сейчас будем использовать. Отлично, Аки.
Хорошо горит, спасибо. Мы слышим звук вот этих пузырьков, которые вышли наружу и лопнулись. Но сейчас они становятся все реже. Что это означает? Это означает, что мясо с той стороны, с которой греется, уже достаточно подсохло. Вышел из него мясной сок. И вот я беру в руку шумовку. Где начинали запрашивать? Здесь. Вот отсюда и начнем. Видите, подрумянилось мясо той стороной, которая лежала на казане. Ну, постараемся еще подрумянить. Не обязательно, чтобы каждый кусочек со всех 4 сторон был одинаково подрумяненным. Этого совсем не обязательно. Если на каждом кусочке мяса есть 1 или 2 стороны румяные, а 1 или 2 стороны такие, ну, скажем, тушеные, это будет интересно, это будет достаточно вкусно. Однако огонь надо еще чуть-чуть добавить. Мясо тоже очень влажный продукт. Мясо содержит до 80% влаги. Влага с поверхности мяса попадает в масло и испаряется. А испарение требует энергии в 5 раз больше, чем нагрев воды до 100 градусов. Поэтому надо компенсировать потери тепловой энергии за счет дров. Вот сейчас не надо торопиться и слишком часто перемешивать мясо в казане. Вот сейчас есть 2 пути. Можно продолжить готовить, а можно убрать из-под казана огонь, накрыть мясо с луком крышкой и оставить вот так потомиться. Плов получается уникально вкусным. Вот некоторые зирвак готовят заранее, а потом, когда гости приходят, начинают забрасывать туда рис. А я предлагаю другой способ. Пожарьте мясо с луком и дайте им постоять. Вот без кипения, просто горячим. 1-1,5 постоят, а потом начинайте закладывать морковь. Морковь, посмотрите, сейчас вот желтая морковь на многих рынках доступна. В южных областях России, где-то там в Волгограде вырастает. Вот эта желтая морковь отличается от красной только тем, что она способна лучше переносить жарку. Но можно поступить по-другому. Можно красную морковь порезать часть крупненько, а часть потоньше, помельче. И та, что крупная, пусть пойдет в казан первый. Сейчас эта желтая морковь начнет выпускать из себя влагу. И вот влага, плюс достаточное количество масла, плюс высокая температура – самая хорошая среда для того, чтобы зира продемонстрировала свои наилучшие качества. Пусть понемножку угасает огонь. Морковь выпускает из себя сок очень медленно. Поэтому сейчас добавить огонь, испаряться нечему. Температура в казане может подняться очень сильно. И в этом случае все пригорит. Не дожидаясь, пока вся желтая морковь обжарится, давайте будем опускать красную. Кажется, на первый взгляд, что моркови сейчас много. Ничего страшного. Она осядет. Она сейчас жесткая. И поэтому так рыхло лежит. Постепенно она пожарится, станет мягкая, обмякнет и уложится достаточно плотно. Ну и слегка в объеме, конечно, уменьшится. Многие ошибаются, когда думают, что цвет плова очень сильно зависит от моркови. Нет. Мы изменили цвет масла в самом начале, когда обжарили вот эти куски мяса. Сильно обжарили лук. И вот это все даст нам цвет плова. Все. Большого огня больше не надо. Теперь можно положить крупное полено, которое будет гореть долго, равномерно, и жар будет давать умеренный. Какой водой заливать? У нас сегодня, спасибо Оке, огонь хороший. Можем залить и холодной водой, не проблема. Быстро закипит. Но вообще, если вы готовите дома, у вас там, не знаю, какая плита, электроплита или газовая плита, либо если не уверены за свои дрова, лучше подогреть воду, горячей водой, кипятком заливать. Но сейчас здесь все быстро закипит, я это знаю. И самое время добавлять к плову ароматы. Вот многие считают, что плов — это блюдо про специи. Они даже
идут куда-то на рынок, и им там хитрые узбеки продают набор специй для плова. Что только туда не положат. Петрушку сушеную тоже так кладут. Карри туда кладут. Там чего только нет. В плове ничего этого не нужно. Хороший плов я даже без зиры могу сделать. Вот этот перчик острый, он даст немножко запах. Но это такие вот вторые какие-то ноты. Не должен плов быть яро перченным. Чуть-чуть. Аромат от перца должен оставаться в плове. Этого достаточно. Вот чеснок. Вот чеснок раскроется, конечно. Чеснок раскроется. Ну, осень, да, и осенью можно добавить еще что-то. То, что бывает только осенью. Айву. Айву тоже положу в сегодняшний плов. Не обязательно, но плов без айвы тоже плов. Но с айвой будет очень хорошо. Все, ребята, перерыв. Минут хотя бы на 40. Потихоньку пусть кипит. Не нужен никакой сильный нагрев. Это сейчас успокоится, то, что закипело с одной стороны. Равномерное кипение 40, 50 минут, 60 минут. Есть время. Пусть покипит зировак 1,5 часа. Еще вкуснее будет. Вот эти все вкусы и ароматы должны пожениться. Должны зазвучать как музыка. Когда готовишь плов, обо всем нужно думать заранее. Вот еще рис даже не замачивали, но уже хорошо было бы подумать о том, какой водой мы его будем заливать, когда опустим в казан. Я уже сказал сегодня, что ферганский тип плова зародился вокруг особого сорта риса, который называется девзира. Вот у меня в руке пачка риса девзира националь. 800 грамм. Это хорошо хватит 5 людям. Вот если ничего кроме плова не будут готовить, только плов будут кушать. Я люблю иногда так вот, только плов. Ну, может быть, салат небольшой какой-то, но в основном плов, чтобы наесться пловом от души. 160 грамм на человека — это очень даже много. Норма 80 грамм, если плов готовится в ряду других блюд. Тогда плова бы из этой пачки риса хватило на 10. Но у нас сегодня настроение хорошее, день выходной, соседи есть, надо обо всех подумать. Вдруг гости внезапно придут. Поэтому 2 пачки такого риса я сейчас замочу в теплой воде. Щедро добавлю туда соль. И пусть лежит. Понимаете, некоторые говорят, надо сначала промыть, а потом замачивать. Вот этот рис, как только он попадет в воду, он немедленно начнет очень быстро, очень интенсивно впитывать воду. Если вы сначала промываете, вы какой будете водой промывать? Из-под крана? А она у вас вкусная. Если вы сначала промываете, то рис напивается воды из-под крана. Мало того, что сомнительного вкуса, так еще и не соленая. А не соленый рис не может быть вкусным. Не может быть, запомните это раз и навсегда. Половина вкуса ферганского плова – это рис. А вторая половина – это вкус зирвака. И здесь от меня, от кочегара, зависит, может быть, даже больше, чем от фермера и от самого повара. Во-первых, все должно как следует перемешаться в зирваке. Вкусами должно обменяться. В зирвак должны выйти вкусы из лука, из мяса,
из моркови. Мясо должно приобрести вкус моркови, чеснока и перца. Но есть очень важный пункт. Зирвак должен расслоиться на прозрачный красный бульон и на масло, которое поднимется наверх, а потом пропитает рис. К моменту, когда в казан попадает рис, зирвак должен бурно закипеть. Вот огонь горит как надо. Самое время рис закладывать и воды доливать. Многие говорят, а нельзя ли сразу с самого начала сделать зирвака больше? Вот заболтался с вами, а его-то надо было достать. Спрашиваешь, а зачем? Говорит, ну, зирвак вот он вкусный, и пусть рис лучше впитывает вкусный зирвак, чем просто воду. Ну, а понимаете, что вкус зирвака образовался из-за того, что здесь готовились вот эти продукты. И будет зирвак жидким или густым, количество вкуса в нем, вот вкусовых молекул, да, то же самое. Сейчас у нас есть возможность более-менее точно отмерить, сколько воды нам необходимо добавить на этот рис. Но этот рис я более-менее знаю, я уже несколько раз готовил. Понимаю, что вот сейчас воды еще мало. А приготовить так, чтобы в зирваке осталось точное количество воды, сколько способен выпить рис, могу вам сказать, довольно сложно. Это опыт нужен. А вот сейчас у нас есть возможность регулировки. Вот стоит чайник с кипятком. Ну, почти что кипяток. Да? Берем и подливаем. Говорят, на 2 пальца. Мне все время спросить хотелось. Раньше, когда я был молодой, читал рецепты, там было написано на 2 пальца воды налить. Как на 2 пальца? Как пальцы мерить? Вот так 2 пальца. Вот так 2 пальца. А чьи пальцы? У людей пальцы разные. Ладно, сейчас разговаривать некогда особо. Сейчас надо проверить насчет соли. Набираем зирвак там, где кипит. Где кипит, вот, пожалуйста. Здесь один бульон. Здесь почти что нет масла. А то некоторые наберут масло. А в масле соль не растворяется. И они пробуют раскаленное масло. И говорят, мало соли. А потом плов пересоленный получается. И могу вам сказать, что сладковат. Добавлю еще вот большую щепоть соли. А теперь нам надо решить уравнение. Рис должен впитать в себя столько воды, сколько ему необходимо до полной готовности. С другой стороны, воды в казане к этому моменту не должно остаться совсем. Это уравнение мы можем решать только за счет дров под казаном. Во-первых, равномерное кипение. Во-вторых, скорость выкипания. И в-третьих, скорость сгорания дров. Ведь к тому моменту, когда в плове воды не останется, рис впитает в себя всю влагу, а лишняя влага испарится, под казаном и огня не должно остаться. Должны остаться только угольки. Но это у нас вот мастер есть, пусть он позаботится. Мое дело уже практически сделано. Рис растет под ярким солнцем, но стоя по пояс в воде. Он пьет постоянно воду и должен постоянно нагреваться. После сбора риса его сушат, и он как бы замирает. А вот сейчас в плове он пробуждается. Наступает его вторая жизнь. И здесь очень важна правильная температура. Рис очень быстро должен нагреться, должен кипеть равномерно. И ему должно быть достаточно воды. Если огня недостаточно, рис готовится неправильно. Но и когда вода исчезает, рис прекращает готовиться на первом этапе. Отлично кипит. Правильно. Воды еще порядком. Видите? И рис идет так, как надо. Вот есть еще один компонент. Некоторые добавляют его, некоторые нет. Барбарис. Знаете, по сути дела, вот он сейчас как раз нужен. Кислинка барбариса, слабую кислинку он все-таки выделяет, она является как бы катализатором для особой химической реакции. Из
риса, из любого, хочешь не хочешь, немного крахмала все равно выделяется. Крахмал образует клейстер. Если этот кисель нагреть очень хорошо, то он снова станет жидким. То есть эти вяжущие свойства пропадут. Почему? Потому что крахмал раскладывается на глюкозу, фруктозу. И катализатором этого процесса выступает любая кислота. Может выступить даже вот несколько капель лимонной кислоты. Торопиться не будем. Жар под казаном сейчас очень сильный. И надо просто подождать, пока вода выйдет. Выходит она достаточно активно. Видите, как пар поднимается? Пока в казане на дне присутствовал бульон, влага, все было достаточно просто. Ни мясо, ни лук, ни морковь не могли пригореть. Но теперь, когда вся влага испарилась, наступает очень ответственный период. Понимаете, ведь чуть-чуть и пригорит плов. Пригорит и испортит своим горелым вкусом весь рис. Весь наш труд пойдет на смарку. Поэтому сейчас надо убрать крупные поленья, чтобы они не дымили, можно их залить водой. Они потом просохнут, их еще раз можно будет использовать. Но сейчас из-под дна казана надо убрать даже маленькие угольки. Уголь должен греть только борта казана. Отлично. Ни грамма воды, рис уже рассыпчатый. Но постоит, станет еще более рассыпчатым. Я прохожу шумовкой, чтобы посмотреть, а нет ли места, где пристало. Если пристало где-то, значит, надо взять этот рис, переложить в другое место, а туда положить тот, что холодный. Ведь рис не имеет сейчас здесь равномерную температуру. То, что ближе к стенкам, то, что ближе к дну, разумеется, погорячее. Давайте вот здесь оставим место для наших ароматных продуктов. Я имею в виду айву, головки чеснока. Разумеется, целые. Разумеется, целые. Ведь знаете, как потом вкусно будет их доставать из плова, да? Выжимать. Этот перчик еще пускай постоит, погреется. Разный перец бывает. Вот узбекский перец все равно имеет свой вкус. Особый вкус. И его не привозят практически сюда, в Россию, в свежем виде. Вот это вот простенький какого-то неизвестного мастера. Он все равно свое имя поставил. Видите? Накроем. Накроем. Сначала накрываем вот этим керамическим ляганом. Мы потом на нем и будем подавать. Он тоже нагреется. Будет долго держать плов горячим. Уже на столе. А поверх лягана, чтобы ляган не отдавал температуру, не остывал, накрою вот этим тазиком. Ну, получилось что-то вроде термоса. Осталось подождать. Подождать минут 40. Еле дождался. Знаете, у меня ведь тоже аппетит пробуждается, пока я готовлю. Трудно бывает иногда утерпеть, не попробовать. Видите, 40 минут назад я убрал последний огонь из-под казана, но очаг из глины, кирпича и камней так нагрелся, что в казане все еще очень горячее. Сначала уберем то, чем плов потом украшать будем. Головочки чеснока, крупные куски мяса, перчики, наконец. Ну и айва, гостья осеннего плова. Теперь важно правильно плов перемешать, правильно встряхнуть рис, чтобы он распрямился, чтобы он ожил, чтобы он пропитался маслом, если где-то масло внизу собралось. Но обычно в хорошо приготовленном плове весь рис равномерно покрыт маслом с самого начала. И посмотрите, каждая рисинка, как будто бы ее в масло обмакнули. Поверх этой горы плова непременно надо положить кусочек мяса. Но погодите, погодите. У нас же еще соседи есть. Кто за то, чтобы передать тарелку плова соседям? Голосуем? Голосуем. Хорошие соседи лучше, чем дальние родственники, знаете? От всей души
предложите угощение. Не ждите от них благодарности. Поблагодарят — хорошо. А если нет, еще лучше. Значит, Бог отблагодарит. Света! Свет! Светочка, плов готовили сегодня? Ой, плов уместен. После продолжительной порки листвы. Чем занималась? Молодец. Приятного аппетита. Привет, Андрей. Пока. Давай.